Какие альбомы выходят осенью на Arisk Star? 4 октября 2018 года блюз-рок группа Stella XXL выпустила свой очередной сингл «Вселенная». Уже сегодня турецкая поп-рок группа Nitakris to Babylon выпускает свой первый полноформатный альбом. А уже ровно через месяц выходит мой первый сольник. Да, я уже видела обложку этого альбома, но почему так странно он называется, этот альбом Кокош? Этот альбом я посвящаю одному человеку, которого уже давно нет с нами, она уже в мире ином. И звали ее Кокош, бабушка Кокош. Встретился я с ней в Казахстане еще в далеких 80-х годах. По вечерам она гадала то на бабах, то на таро. Короче, была гадалкой, но не простой гадалкой, а очень проницательной. То, что она мне предсказала, все сбылось. Все до мельчайших мелочей. За деньги гадала? Нет, она была родственницей моей первой жены. Как-то вечером она мне рассказала одну интересную притчу. Сидят микробы в унитазе и рассуждают за жизнь. У микробов жизнь маленькая, порой длится минуты. Так вот, самый старый из всех микробов заявляет: вы все салаги. Вот я жизнь повидал. Я даже до потопа жил, не то что вы. А что было до потопа? Спросили молодые микробы. А то, нас микробов тогда была целая огромная колония. Мы так прекрасно и беззаботно жили, не то что сейчас. А потом начался страшный потоп. Почти все наши погибли, потому что их куда-то в ад смыло. Не успел он договорить, как начался новый потоп. А это оказалось, просто маленький мальчик случайно нажал ручку на бачке. Он, бедолага, даже не ведал, что так много утопил микробов. Вывод: люди тоже могут мало жить по сравнению с богами, а также могут быть в мириады раз меньше самых маленьких богов. Вот и думай, может микробы живут в нас, а мы в Боге, а он еще в ком-то. Не все так просто в этом мире, как поначалу кажется. И вот такими притчами сыпала бабушка зимними вечерами. Если бы она сейчас жила, у нее, точно, было мириады подписчиков. Это точно. Прошло столько лет, а ее высказывания до сих пор актуальны. Какие еще новинки будут? 21 ноября выйдет 4-й альбом греческой группы Thule Order. Я все думаю про эту бабушку. Она ничего не говорила вам по поводу Земли. Плоская она? Или круглая? Странное у меня интервью. Ну ладно. Бабушка Кокош как-то мне заявила, что Земля — это космический корабль. Я у нее поинтересовался, а на что похож этот корабль? Она мне ответила, что он может принимать разные формы. Как капитан корабля пожелает. Такой формой и будет. Трансформер, что ли? Выходит так. Но точно одно, она такого слова не знала. Я у нее поинтересовался тогда, а СССР где находится в этом корабле? Ну типа в хвосте или впереди планеты всей? Ну прям как я. Вы в детстве таким дотошным были. Какое детство? Я уже тогда в армии отслужил. Ты чего, Сашенька? Ну, и в каком отсеке была наша страна? Только прошу на всякий случай, без ругательных слов. Она сказала: наш отсек — это большой склад, а Брежнев — это всего лишь заведующий этим складом. Шепотом и с оглядкой она это сказала. Блин, похоже на правду. Меня реально переклинило после такого ответа. Про события в Керчи слышали? Да, соболезную всем керчанам. Держитесь, только одно не пойму. Если Порошенко называет Крым своим, то почему он не объявил также трехдневный траур по всей Украине? Все главы мира соболезновали ему, а сейчас, получается, соболезнуют Путину и России. Из этого выходит Крым скорее российский, чем украинский. Я не говорю про отключение электроэнергии, перекрытие канала с пресной водой и прочее. Родной отец разве будет так мучить своих детей? Очень надеюсь, что больше такого в Крыму не повторится. Ведь, как я знаю, там ничего подобного не происходило. А я думаю, что это только начало. На самом деле, сейчас на эзотерическом уровне. Керчь является столицей Республики Крым. А как же Симферополь? Сашенька, Симферополь был при Украине. Сейчас все поменялось. Раньше Керчь был аппендиксом Крыма, глухим медвежьим углом, а сейчас все магистрали идут в Керчь, а потом в остальной Крым. Автодороги, газ, вода, электричество, поставки прод. И пром, финансы и прочее все идет из России сначала в Керчь. Плюс Крымский мост, порт и важнейший проход в два моря. На самом деле уже на материальном уровне надо столицу переносить в Керчь.
Керчь — это сейчас самый важный стратегический объект в Крыму. Сейчас по старинке, продукты везут по Крымскому мосту из России на симферопольские базы, а потом их развозят по всему Крыму. Это абсурд в два конца возить. Допустим, молоко. Если немного подумать головой, то все становится ясно. Столица не Симферополь. И пока такое будет происходить недопонимание местных властей, все будет хуже и хуже. Керчь без статуса столицы сейчас подвержен колоссальному напряжению во всем. Здесь стройка Крымского века, железная дорога и мост, здесь берет начало автодорога Таврида, здесь порты, а что Симферополь? Столицу нужно в разы лучше охранять, снабжать всем необходимым, а этого нет, поэтому в Керчи еще много чего произойдет. Представь, корабли НАТО идут на учения в Азовское море, а Керчь на уровне захолустного городка. Все начальство в пыльном Симферополе. И таких сложностей сейчас в Керчи выше крыши. Никто не хочет об этом думать. Да, по-моему, вы и здесь правы. Все самое значительное сейчас происходит в Керчи. Да, это самый топовый город Крыма на данный момент. Но отношение к нему крымских властей самое идиотское. Ведь наши керченские ребята из группы Зоран Лелека Рок Групп недаром летом выпустили свой альбом Black Sun. Видела обложку этого альбома? Да, страшный черный ангел. Он один. Может, это и есть Влад. Посмотри прежние обложки их альбомов. Ничего подобного. Я спросил Зорана, что случилось, что такую обложку сделали. Он ответил мне, какое-то дерьмо, чувствую, скоро будет у нас твориться. На риск Star, ведь еще пару групп из Керчи записываются. Да, поэтому я в курсе все дел в Керчи. Огромное спасибо вам, Ампер, за такое интересное и полезное интервью. Думаю, оно было полезно не только мне, но и нашим читателям. Будем ждать новых релизов и, конечно, вашего альбома «Кокош».